Диана, рада видеть тебя здесь, на шоу «Чудо». Как тебе Взаимно. как тебе этот мир? Наш мир, вот этот детский, А, радостный. Этот мир очень сказочный. Как будто я попала в какую-то сказку, я не знаю, даже не сравнить, наверное, с каким-то парком аттракционов. Очень давно не была в этом состоянии, и жизнь всегда говорит, что нужно рано взрослеть, вот это вот все, но когда ты возвращаешься в такую атмосферу, хочется реально надеть колготки и побежать вот на детскую площадку делать куличики из песка. Вот. Но еще эта детская атмосфера, конечно, она дает свой вот этот вот сказочный шарм, который заставляет, как вот в детстве, поверить в мечты, в чудо и в себя, естественно. В нашем проекте действительно каждый может почувствовать себя ребенком. И Диана, ты не исключение. Я прям полностью прочувствовала всем своим телом. Кстати, Диана, ты сделала эту сказку нашу более гипнотичной. Расскажи, как тебе пришлось по вкусу исполнение песни Стинга, да, изумительной Desert Rose? Ну, песня очень тяжелая в плане, что там очень много переливов, и я, в принципе, конечно, у меня есть какие-то умения в виде мелизматики и так далее, но в такой арабской мелизматике мне нужно было немножечко поработать, но времени было не так много. Вот, но вроде бы, как всегда, за короткий срок я уже привыкла работать в таком графике, вроде бы я справилась, нормально же получилось, да? Шикарно. Да? Получилось А то шикарно. я же в гипноз ушла и не помню, как я пела, поэтому потом пересмотрю, пойму. Вот. Но это было сложно. Когда мы с Аксиньей увиделись, и я ей на ушко сказала: «Я в тебя верю», ну так, по-взрослому. И она мне так: «Я в тебя тоже». И у меня такое: обалдеть, все, я все могу. И вот это чувство, конечно, очень-очень ценно. Мы действительно не могли не уйти в гипноз, потому что две потрясающие артистки выступали на наших глазах. Я обязательно пересмотрю, чтобы вот прям в точности все увидеть, что она сделала, потому что мне нужно было и в свое состояние входить. Вот. Но говорят, что там было что-то вау, и по аплодисментам людей я тоже понимала, что там что-то творится очень страшное. Но когда я посмотрела, на какой высоте она летает, я поняла, что ну все, Аксинья, ты там герой. Маленький герой, правда, я так не смогла бы. Диана, как тебе наше шоу в плане формата? Здесь все-таки нет вот этого оценочного суждения, мнения, оценок, да, вот комментариев жюри. Как ты считаешь, это здорово, правильно так? Ну, вообще свежо, если честно. Потому что, ну, когда ты видишь очень много разных проектов с членами жюри, уже понимаешь, что будет сказано чаще всего или какая царить будет атмосфера, а тут что-то новое. Ты попадаешь в какую-то как будто бы безлюдную атмосферу, но при этом очень наполненную каким-то человеческим добром. И то, что... Можно я вот честно скажу спасибо огромное организаторам этого проекта за то, что они взяли в ведущего Арсения Попова. Я просто его фанатка, я его обожаю. Я все думала, да когда же его на НТВ заметят? Заметили, наконец-то, боже мой, наконец-то будем с ним дружить. Диана, и заверши, пожалуйста, какими-то рекомендациями. Может быть, понятно, что воздушной гимнастике, наверное, тебе не Да. так просто дать рекомендации, но юным вокалистам ты вполне можешь дать рекомендации. Ну, на самом деле, юным вокалистам я хочу сказать, что самое важное – это вот верить в себя и свои мечты. Несмотря на то, кто что говорит, несмотря на то, что происходит в вашей жизни, всегда верьте в себя, потому что огонь, который в вас горит, особенно в детях, ну, это просто колоссальное удовольствие с вами быть рядом. Всегда сохраняйте внутренний огонь, который в вас горит.